Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Попросили меня запилить ролик по поводу цен на газоблок и, я так понимаю, какие-то моменты по строительству. Ну вот я в режиме онлайн, так скажем. Сегодня 11 октября. Позвоню тому поставщику, которого я заказывал газоблок. Я живу Полоцк-Новополоцк. Ну, в смысле, два города, они очень близко находятся, 10 километров между ними. Ну, считаю, что практически один город уже стал. На Полоцке-Новополоцке какие цены? Витебская область, Беларусь. У нас наши барыги барыжат газоблок по, вот сейчас я скажу. Сейчас цены по осени упали. Вот я рекомендую покупать все же именно осенью, к зимой практически газоблок. Вот этот человек, которого я заказывал газоблок, ему даже не требуется возвращать поддоны. В основном все фирмы требуют поддоны назад. То есть ты оставляешь какую-то залоговую стоимость, и потом эти поддоны возвращаются назад. Из всех поставщиков, которые я знаю, там человек 4, 5, 6, всех я обзвонил, и у этого товарища были на тот момент самые дешевые цены, сейчас я не знаю. Так, поставщик пока что молчит, но может перезвонит. Так, ну пока не звонит, что сказать именно конкретно по стройке газобетонного дома. Либо, как человек пишет, хозпостройку. Ну, первый, самый главный момент, имейте в виду, не связывайтесь с 400-кой. Блок 400-ка, 440 сантиметров толщина стены. Ну вот от души, вот скажу, по-братски. Как вот, в основном все строители мужчины, крайне редко женщины, которые занимаются самостроем. Мужики. 99,9 строят мужики. Женщина газоблок, ну при всем желании, если она не бодибилдер, то она газоблок, ну не сумеет она его положить, уложить. Ну за редким исключением, конечно, не говорю за всех. 400-кой не связывайтесь, ну серьезно, ни в коем случае. Он, блядь, тяжелый. И уже матом начинаю крыть. Он тяжелый блок. С ним работать сложно. Вот взять меня, я 187-106 килограмм. Не слабый человек. И мне с этим блоком работать тяжело. Вот я когда обрезал газоблок до 300-ки, да, примерно, плюс-минус, в корне меняется все. Если вы не одиночка, как я, если вы одиночка, как я, строитель, с 400-кой я бы не рекомендовал бы вам связываться, ну, категорически. 300-ка, в любом случае мы будем потом обшивать здание каким-то сайдингом, каким-то типа утеплителя. Плюс к этому геометрия сморгонского газобетона, хотя писали также и забудова, вроде бы, и еще какие-то. То есть везде геометрия хромает. Тем более, я не знаю, почему сейчас это стало более актуальным, чем раньше. Возможно, требования упростили. Торцевые соединения газоблока расклиниваются порой на 5-6 миллиметров. Как я говорил, по бечевке блок положил, состыковал, в бечевку ложишь. У него тогда зазор получается 5-6 миллиметров. Если в торец соединить, тогда получается от бечевки уходит влево или вправо, ну, в зависимости от куда. Блоки в линию не становятся. Все. Тут как бы не добавить, не прибавить. Можно ли ложить блоки на клей-пену? Безусловно, можно и даже нужно, если позволяет вам ваш производитель газоблока. Как я повторюсь, я не знаю, я не работал с другими газоблоками, но конкретно со сморгонью это даже не близко не подходящее. Но без клей-пены также нельзя обойтись, потому что вот кто внимательно смотрел мои прошлые видео, вот я в ролике по поводу выдержат ли перемычки, как раз получился блок у меня со встроенным браком от производителя, так сказать, подарок, чтобы я не заскучал на стройке. Они мне вот вложили этот, и такого газоблока много, конкретно уже с браком. Что делаем? Отбиваем и назад наклеиваем, потому что иначе он во время укладки отвалится сам. Также очень много при доставке и разгрузке блока. И на заводе доставка, разгрузка, блок везде калечится. Блок, он, когда сухой, он достаточно прочный, когда он насыщен влагой, он становится мягче. Второй момент. Я так вот спонтанно, я не по инструкции это все из головы выхватываю. При разгрузке, когда разгружали первую партию газоблока, я тогда еще человек-то малоопытный и, как говорится, по природе своей скромной, приехал разгрузчик на манипуляторе, который разгружал. То есть доставка блока входит в стоимость газоблока, а разгрузка это уже ложится на твои плечи. И такой приехал какой-то весь на понтах такой, там начал разгружаться, он мне, короче, наверное, несколько процентов от общей партии блока он мне попортил при разгрузке. Это было
было, ну, скажем так, я и не был готов к этому, я думал, они все одинаково разгружают. Но на фоне потом последующей партии газоблока, когда приехал следующий человек, и он прям как вот нежно, как вот аккуратно все разгружал, и я понял, что, оказывается, не все они одинаково работают. И надо требовать, а если он изначально делает как-то вот все вот, ну, по сути, на понтах вся его работа, то лучше его с ним сразу нахер послать его и пускай уезжает, и не платить ему ничего. Потому что, ну, это что такое? Что еще по ценам? Последняя цена, которую я слышал, 165 рублей за куб. Это вот этот поставщик мне озвучил. Это было месяц назад. Если мне перезвонит, я, конечно, сообщу. По поводу остальных стройматериалов. Клей Илмакс сейчас стоит около 9 рублей. Это все белорусские рубли. Щебень. Щебень я покупал 900 рублей. Смесь щебня это... Вот я вот уже позабыл эти цифры, но мне он... Если фракция мелкая, цена, конечно, выше, потому что дробление больше. Если фракция крупнее, то цена меньше. Мне привезли смесь и того, фракция там и 20-40, наверное, и 10-20, вот так вот правильно, да, вот 10-20, 20-40. Такая мешанина, ну, больше фракции 10-20, в общем-то, меня устроило, и цена была поменьше. Сколько сейчас гранит стоит, гранитный щебень? Смысл озвучивать? Ну, последняя цена была 900 и 1100. Опять же, у меня не сохранилось телефонов, мне попросили озвучить стоимости. Ну, вот я озвучил ту, за которую я приобретал. Сейчас цены меняются на лету. Сложно сказать. Песок покупал всегда сеянный. Песок обязательно ПГС. Ну, не ПГС, а сеянный песок речной, но он обязательно должен быть сеянный. С камнями он не нужен. С ним проще работать. Что еще нужно для работы, для газобетонного дома? Арматура десятка. Желательно тонна, потому что хотя бы по той причине, что на тонну дешевле. Если ты берешь до тонны, то цена на момент тогда покупки была 300, по-моему, или 3200 в белорусских рублях. Но вот когда ты берешь больше тонны, скидка составляла порядка 400 рублей. То есть я за тонну арматуры заплатил 2900. Арматура крайне необходима, потому что блоки ложатся на деформационный шов. Все об этом сказано на канале Глеб Грин. Так, по-моему, да? Да, Глеба Грина. Там вся подробная информация. И всю информацию, которую для строительства, я почерпнул оттуда. По поводу пиломатериалов. Здесь вообще везде по-разному. Тут, как у нас, вот если учебно-опытная база, там, где проходят студенты обучения, там можно купить куб по 250 рублей, но если он там соберется, там очередь. Вообще, если есть у кого, опять же, какие доступы и возможности, я покупал у соседа своего по 400 рублей за куб. Я в течение почти 2 лет я приобретал пиломатериалы для крыши. Опять же, по лесу, опять же, везде по-разному. Где-то кто-то умеет урвать, где-то нет. В общем, ролик так получается не особо интересный. По поводу металла и по поводу, опять же, стройматериалов сложно называть цифры. По той причине хотя бы взять металл. Я покупал в Новополоцке у нас, точнее в Полоцке, есть сеть магазинов SkyProfil. Она есть и в Минске, есть, везде. Я как-то обратился к ним по телефону, не глядя, в какой город я звоню. На тот момент тонна металла стоила в Минске 1800, это было давно. Я так обрадовался, думаю, дешево нашел. Говорю, хорошо, мне доставка в Азино нужна, там есть или еще что-то у вас. Какой способ доставки? Говорит, а Азино это где? Я говорю, Полоцкий район. В Полоцком районе у нас другой магазин. Все, звоню в Полоцк, SkyProfil, цена 2200. На тот момент тонна металла 1800 в Минске, а в Полоцке 2200. И это причем самая дешевая цена была. Потому называть цены вслух есть ли смысл? В зависимости от дальности доставки будет и цена. Потому говорить о ценах и сколько чего нужно, я не помощник. Я просто не вижу смысла. 165 рублей за куб – это при заказе машины целиком. Машина КамАЗ 17 поддонов вмещает в себя 34 куба. Газобетон. Если вы возьмете 300-ки, то на поддоне будет не 32 блока, а больше. Это можно посчитать, кубы. И с 300-ки вы выложите длиннейший ряд значительно при той же цене. По поводу утепления газобетона. В любом случае, рано или поздно придется утеплять. Утеплять не обязательно утеплителем. Я, допустим, не приверженец утеплителя. Хотя, конечно, можно, но тут надо считать, насколько стоимость утепления окажет
экономический эффект на расходе там, энергоресурсов, да, то есть как я буду топиться дровами, у меня газа нет. Допустим, я считаю, что вот вы стоите на ветру, вы в куртке в зимней, на улице минус 10. В случае, если бы не было ветра, вам было бы тепло. В случае, как ветер дует, с вас выдует тепло ваше, которое вы производите своим телом, ветер выдует. Возьмите, станьте за препятствие за какое-то, да, все, ветер на вас не дует, и вы тут же начинаете опять отогреваться. В этом случае, вот я считаю, вот это и есть утепление. Ветрозащита любого типа. Возможно, мембрана и сайдинг, может быть, без мембраны сайдинг. Ну, то есть, если остановить давление воздуха, оказываемое на стену, вы уже сохраните много тепла. И не так будет сильно продуваться газобетон, насколько он имеет вообще проницаемость. Вкладываться в утепление, ну, я не знаю. Есть калькуляторы, можно рассчитать. Но это мой взгляд. Возможно, на данный момент, это я так считаю. Может быть, со временем я изменю свой взгляд на это и скажу, да, действительно, метр утеплителя, пенополистирола, обязательно, и еще и штукатурить, потом еще и сайдингом все покрыть. Возможно, ну, пока что так. Но я не думаю, что я изменю свое решение. Алло? Да. Да, добрый день. А подскажите, почем сейчас газобетон, если вот машину взять, 17 поддонов? 155 рублей куб. 155 рублей. А подскажите, есть разница вот с Маргоньски, Могилевки, или вы только свозите со Сморгони? Не, у меня сейчас Минск. А, вы с Минском работаете? Да, ну, примерно все одинаковые. Маргонь, что Могилевка. А по качеству, вот я как-то брал с Маргонь, что-то мне не очень понравился. Чем она мне понравилась? Геометрия у них сейчас кривая какая-то стала. А это не гуляется, она может где угодно так быть. Может быть, и в Могилеве такое быть. Это линия, у них линия ведь одинаково стоит. Одна фирма. Ага. И состав один. Просто что вы не угадаете, вы можете, ну, это как пойдет, они запакованные, как бы. Вам может в Могилеве такое быть. То есть без разницы, откуда покупать, и да, интересно. Не одна идет немецкая линия, одна фирма везде стоит. Серьезно? Что там. Просто что может так получиться, что, допустим, сегодня вышла там с Маргони, так вот чуть-чуть разбежка, да, допустим, а завтра может в Могилеве так выйти, либо наоборот. Вот Орши не хвалят, что там кривые выходят, а там могут быть идеально ровные ложи. Угу. Это все как бы, так, не угадаешь как-то. А разгрузка сейчас, не сориентируюсь, что сколько, 200 рублей или больше? В районе 150-200, там, в зависимости от объема работы. Хорошо, все, спасибо большое. Ну вот, вы слышали, вот перезвонил, 155 рублей. Сейчас они скинули цены, это даже дешевле, чем я когда покупал год назад. Я покупал, по-моему, по 165 рублей, сейчас 155 рублей. Реальная экономия, получается, это 34 куба, а 34 умножаем на 10 рублей. 340 рублей я бы сейчас сэкономил, если бы сейчас купил. Вот, обидно, блин. Вот я из-за того, что попросили меня позвонить, я вот себе сейчас взял настроение, испортил. Реально можно было сэкономить, если бы сейчас купил. Вот зараза, блин. Вот нету честности в покупке стройматериала. Это как весной все цены взлетают, а осенью падают. Так и здесь. Возьмешь, вроде бы ухватил, потом хоп, и через год цена упала. И ты такой, ё-моё, блин. Что теперь, блин, пойду плакать, блин. Больше, чем $100 потерял. Зараза, блин. Да. Больше, да, это ж я... Ладно, тоже мои проблемы. Ну, вот такие дела. То есть, получается, если газобетон не сильно не подорожал, а даже подешевел, то примерно те цены, которые я озвучил в ролике, они такие и сохранились. Потому что, ну, а чего они должны? Это же не импорт, это же наше белорусского производства. Сеянный песок 300 рублей я платил за сеянный. Это все за 20 тонн, 20 тонн. Гранитный щебень 20 тонн 900 рублей платил. Ну вот я бы рекомендовал бы вам брать все же мешанину эту. Фракция 5,20 фракция и либо 20-40. Вот если взять мешанину, она будет дешевле, чем 5,20 фракция. Для замешивания бетона вообще без разницы. Бетономешалка мешает. Вам, вот я заливал перемычки, у меня тут встречаются и большие камни 40 миллиметров. Пофигу, вон, уложились и все, и будет там стоять. Вот. По поводу фундамента, если уж на то пошло. Сейчас я вот недавно звонил, 164 рубля за куб бетона, плюс к этому доставка 300 рублей. И если у вас гидравлика нужна, я заказывал миксер с гидравлическим конвейером.
на 18 метров он практически там может разгружаться. Это еще сверху 120 рублей. Это все белорусские деньги. Для чего нужен гидравлический конвейер? В моем случае у меня грунты были слабые очень, и я боялся обрушения очень сильно. Плюс периметр большой. Это не бетононасос, именно на конвейере подается бетон. Если у вас проблема с подъездами, с застреваниями, то желательно брать, конечно, гидравлику, потому что вы закажете бетон, а разгрузиться не сможете, и вообще тогда можно и бетон-то потерять. Они могут вообще, вы оплатите, к примеру, приедет машина, разгрузиться не смогла, так он скажет, да я сейчас вылью все здесь, и все на это. И назад ты уже не заберешь свои средства. Ну, в общем, вот так вот. Объемы газобетона, газоблоков рассчитать несложно, рассчитывайте. Я не рассчитывал, кстати, вот я честно скажу, я количество блоков не считал. Я заказал 3 машины. С запасом заказал газобетон, потому что мне еще строится и строится. После дома мне нужен необходимый гараж. Мне обязательно нужен не то чтобы гараж для машины, а гараж для работы. Каждый хозяин знает, что надо инструмент поставить, стеллажи, полочки, места, где я в дождь или в снег смогу что-то производить, да, какие-то работы, манипуляции делать. На улице это очень сложно делать. Каждому мужику нужно место для работы. Слесарка, столярка. Ну вот имейте в виду. Что еще добавить тут? Цемент сейчас у нас стоит 8 рублей за мешок. Цемента, опять же, нужно много. Не рассчитывайте, что вы можете бетон, фундамент залить самостоятельно. Это, если объемы большие, вообще его в идеале заливать одним слоем, одним потоком, монолитный, чтобы был. Ну, в общем, я все озвучил. Я уже не знаю, еще по второму кругу пойти, что ли. Что необходимо для строительства? Обязательно песок, щебень, металл, газоблок. Пиломатериалы также нужны. Так как стройка, не стоит забывать, что стройка не является одномоментным, недельным предприятием, делом. Стройка занимает годы. Не надо переживать, хвататься за голову о том, что у вас денег нету. Да у меня их тоже нету. Если бы у меня деньги были, мне уже давно тут друзья, не друзья, а товарищи, и предлагают, там и строительная бригада у человека есть, и он уже дома строит, уже подходил ко мне и говорит, я за то время, что ты строишься, я уже за прошлое лето, говорит, я 5 домов построил, давай мы тебя построим. Ну так я бы-то не против, но они же не бесплатно будут строить. И от этого все проблемы. За отсутствие денег. Потому экономишь вот таким образом, пашешь один, строишься один. Почему? Почему я строюсь один? Что, я мазохист? Нравится мне вкалывать? Ну, работа, конечно, интересная, но в первую очередь потому, что я не могу позволить себе нанять строительную бригаду, которая мне это все сделает и построит, потому что цены дикие. Сколько стоит работа по укладке газобетона? По-моему, около $20 за куб. Сколько стоит создать стропильную систему и крышу? Последнее, что я слышал, это вот мне товарищ строил себе крышу вальмовую, по-моему, в первой Бараухе. И что-то он меня тогда озвучил цену $4000. Он отдал, это при том, что он помогал еще. Они вдвоем, то есть получается мастер по работе и он. И это они вдвоем сделали полностью крышу, он заплатил работнику $4000 за полностью всю крышу. Ну вот, пожалуйста, а где взять эти деньги? Где взять $4000? Как бы вот как вот сосед Вовик, да, приедет, дай 5 рублей. Вот поднял с земли и дал, да? Так и здесь. 4000 поднял и заплатил. Ну вот и все. К чему я это? Все это поэтапно идет. Строишься по чуть-чуть, и так мы приходим уже к готовому результату. Первый год фундамент залил, выставил опалубку, второй этапом залил. Я постараюсь это отобразить в роликах, как у меня все происходило. Вторым этапом блоки заказал, плиты уложил, перекрытие бэушное. По плитам, да, я и забыл. Плиты, бэушки покупал я на тот момент по 110 рублей за плиту. Плита шла 5,90 на 1,20 м. Да, 5,90 на 1,20 м. Бэушные плиты. Опять же, если вам везут с базы, одна цена. Если везут, например, как мне везли напрямую через меня они, ехали и закинули мне этих плит. Цена была другая. 110 рублей на тот момент одна плита белорусских рублей. Бэушная стоила. Новая на тот момент стоила 300 рублей. Такого же размера.
Ну вот и считайте, новую либо ушку ложить. Бог его знает. Сказать, что они не выдержат, да выдержат. Будут они сколько отстояли и будут стоять. Не знаю. Ответил я на вопросы зрителей или нет, напишите. Все на этом пока. Задавайте вопросы, если какие-то появились. Или которые я не сумел озвучить.